В древних гробницах находят тела, которые не разложились за 2000 лет и выглядят как живые. Звучит невероятно, но забытые цивилизации владели ритуалами, которые должны были даровать бессмертие. И некоторые их секреты дошли до нас. В 1971 в китайской провинции Хунань солдаты копали бомбоубежище на склоне холма Мавандуй. Лопата ушла в мягкий грунт, и из-под земли вырвался газ, синеватый, с резким запахом. Кто-то поднес спичку, и над ямой вспыхнул язык пламени. Рабочие в панике разбежались. Они не знали, что пробили крышу гробницы, запечатанной больше 2000 лет назад. Когда археологи вскрыли слои под холмом, они нашли не просто саркофаг. Тело обернули в 20 слоев шелка и уложили в 4 вложенных друг в друга гроба. Вокруг метровый слой белой глины, а под ней 5 тонн древесного угля. Все это было укутано так плотно, что внутрь не проникали ни воздух, ни вода, ни бактерии. Внутри лежала женщина. Ее звали Синь Джуй, жена местного маркиза, умершая около 163 года до нашей эры. И вот что заставило ученых замолчать спустя 21 век. Ее кожа оставалась мягкой и упругой. Суставы сгибались, в венах сохранилась кровь. Внутренние органы не превратились в пыль. Патологоанатомы провели полноценное вскрытие, будто перед ними человек, умерший неделю назад. В ее желудке нашли непереваренные семена дыни, последнее, что она съела перед смертью. Ни одна известная технология бальзамирования такого не дает. Египетские мумии при всем мастерстве жрецов — это высохшие оболочки. А здесь было тело, которое словно остановили во времени. Китайские специалисты до сих пор спорят, что за жидкость нашли в ее гробу. Слегка кисловатая, красноватого оттенка, она покрывала тело тонким слоем. Но Синьчжуй оказалась не единственной. По всему миру в самых разных культурах находили тела, которые отказывались стареть. И почти всегда рядом с ними обнаруживались следы одного и того же, тщательно продуманного ритуала, за которым стояла вполне конкретная цель. Эти люди не просто хоронили умерших. Они пытались победить смерть по инструкции, которую кто-то им дал. Через 6 лет после Мавандуй, в 1975-м, крестьяне в той же провинции наткнулись на еще одну запечатанную гробницу. На этот раз в местечке Фэнхуаншань. Внутри лежал мужчина, чиновник по имени Суй, умерший около 167 года до нашей эры. Его тело плавало в мутной коричневой жидкости, наполнявшей гроб почти до краев. Когда ученые откачали жидкость и подняли мертвеца, его конечности сгибались, а мышцы пружинили под пальцами. Прошло больше 2000 лет, а он выглядел как утопленник, пролежавший в воде несколько дней. И тут началось самое странное. Химики взяли образцы той жидкости на анализ и обнаружили в ней ртуть, следы киновари и растительные экстракты в точных пропорциях. Это была не грунтовая вода, просочившаяся случайно. Кто-то сознательно залил тело раствором, состав которого подбирали продуманно как рецепт. Похожие рецепты всплывали и в других частях света, разделенных океанами и тысячелетиями. В болотах Северной Европы вытаскивали так называемых болотных людей. Тела Железного века с сохранившейся кожей, волосами, даже щетиной на подбородке. У одного, найденного в Дании, на лице застыло спокойное выражение, будто он просто задремал. В горах Южной Америки инки оставляли детей на вершинах вулканов, и морозный воздух превращал их в идеально сохраненные фигуры со заплетенными косами и румянцем на щеках. Разные материки, разные боги. Разные способы. Глина и уголь в Китае, торфяная кислота в Европе, холод и высота у инков. Но за всеми стояла одна и та же навязчивая идея – не дать телу истлеть. Сохранить его целым любой ценой. Вопрос был – зачем? Ведь просто закопать человека куда проще и дешевле. А эти общества тратили колоссальные ресурсы, строили многослойные саркофаги, изобретали химические составы, поднимали детей на 5000-е высоты. Значит, они верили, что сохраненное тело для чего-то нужно. Что смерть — это не конец, а всего лишь дверь, которую можно держать приоткрытой. И ключ к этой двери, судя по всему, прятали в самих ритуалах. Ртуть в гробу чиновника Суя была не случайностью, а частью большого замысла, о котором сохранились письменные свидетельства. В Древнем Китае существовали алхимики, их называли фанши, и они всерьез работали над задачей сделать человека бессмертным и еще при жизни. Их главным продуктом был эликсир, и основой этого эликсира была именно ртуть, а точнее киноварь, красный минерал, из которого ее добывали. Логика была такой: киноварь не гниет, не тускнеет, ее яркий цвет не выцветает веками. Значит, рассуждали алхимики, если ввести это вещество в тело, оно передаст человеку свою нетленность.
Металл, который сам не портится, должен остановить порчу и в живой плоти. Звучит стройно и убийственно на практике. Императоры платили за эти снадобья огромные деньги и глотали их горстями. Первый император Объединенного Китая Цинь Шихуанди, тот самый, что построил Великую Стену и терракотовую армию, был одержим идеей вечной жизни. Он рассылал экспедиции на поиски островов бессмертных и принимал ртутные пилюли, которые готовили его придворные алхимики. В 210 году до нашей эры он умер в поездке. Историки считают, что как раз от отравления ртутью. Ирония в том, что средство от смерти его же и убило. И он был не одинок. На протяжении следующих 1500 лет как минимум несколько китайских императоров ушли из жизни точно так же, отравившись эликсирами, которые обещали им вечность. Симптомы были узнаваемы. Сначала возбуждение и бессонница, потом судороги, галлюцинации, разрушение почек. Некоторые перед смертью были уверены, что становятся богами. Но вот что поразительно. Ртуть действительно обладает свойством, за которое ее так ценили. Она убивает бактерии и грибок. То самое, что вызывает разложение. Живого человека она травит, а вот мертвое тело, пропитанное ртутными соединениями, и вправду сопротивляется гниению дольше обычного. Алхимики ошиблись адресом. Их эликсир не давал бессмертия живым, зато неплохо консервировал мертвых. Получается, древние искали одно, а нашли совсем другое. И сами не поняли, что именно держат в руках. А в других уголках Земли к той же цели шли путем, где не было ни грамма ртути, зато была куда более жуткая цена. Жуткая цена ждала на берегах Нила, где искусство сохранения тел довели до промышленного размаха. Египетские бальзамировщики работали по строгому регламенту, и первое, что они делали, вытаскивали мозг. Через ноздрю в череп вводили длинный бронзовый крючок, разрушали ткань и по частям извлекали ее наружу. Мозг считали бесполезным, поэтому его просто выбрасывали. Дальше делали разрез на левом боку и вынимали внутренние органы. Печень, легкие, желудок, кишечник. Их не выбрасывали, а промывали, высушивали и складывали в 4 отдельных сосуда, которые ставили рядом с телом. Сердце оставляли на месте. Египтяне верили, что именно в нем хранится разум и душа, и что после смерти его будут взвешивать на весах богов. Ключевым веществом был натрон, природная смесь соли и соды из высохших озер. Тело засыпали натроном целиком и оставляли на 40 дней. Соль вытягивала из плоти всю влагу, а без влаги бактериям нечем питаться. То, что оставалось, было сухой, легкой, почти каменной оболочкой человека. Потом ее натирали маслами, смолами и заворачивали в сотни метров льняных бинтов, прокладывая между слоями амулеты. Вся эта работа занимала 70 дней и стоила целое состояние. Позволить ее себе могли только фараоны и знать. И делалось это не ради памяти потомков. Египтяне были уверены, что душа умершего, Ка, нуждается в целом теле, чтобы вернуться к нему. Разрушится тело, и человек исчезнет по-настоящему, окончательно, без права на загробную жизнь. Мумификация была не похоронами, а страховкой бессмертия. И надо признать, они добились результата. Тело Рамзеса II, умершего больше 3000 лет назад, дошло до нас с сохранившимися чертами лица, рыжеватыми волосами и даже отпечатками пальцев. В 1976 его мумию доставили в Париж на реставрацию и встречали ее со всеми почестями, положенными главе государства, с паспортом, где в графе «род занятий» значилось «король». Посмертно. Но за внешним триумфом скрывалась одна деталь, которую сами египтяне тщательно замалчивали. Потому что рядом с телами фараонов археологи находили следы того, о чем в парадных надписях не было ни слова. Рядом с саркофагами знатных египтян находили тела слуг, а иногда и целые захоронения людей, умерших в один день с господином. В ранние эпохи, при первых династиях, фараона нередко провожали в могилу не в одиночку. Вокруг его гробницы располагали десятки, а порой и сотни могил приближенных, виночерпиев, стражников, музыкантов, женщин из свиты. Анализ костей показывает, что многие из них умерли молодыми и здоровыми, все примерно в одно время. Их убивали, чтобы они продолжили служить хозяину и на том свете. Похожая картина открылась и на другом конце Азии. В гробнице все того же первого китайского императора, помимо терракотовой армии, археологи нашли останки реальных людей, мастеров, строивших усыпальницу, и наложниц, у которых не было детей. Древний историк прямо писал, что после похорон вход замуровали вместе с живыми работниками внутри, чтобы никто не выдал расположение тайных ходов и ловушек. В Южной Америке цена была еще нагляднее. Тех самых замерзших детей на вершинах вулканов инки не просто оставляли умирать от холода. Их месяцами готовили, отбирали самых красивых и здоровых, откармливали, поили кукурузным пивом и листьями коки, чтобы
притупить страх и сознание. Одну девочку, найденную на горе Льюлья-Ильяка, ученые прозвали Девой. Ей было около 15. В ее волосах сохранились следы наркотических веществ, а рядом лежали фигурки и еда для загробного пути. Она заснула на морозе и больше не проснулась, в жертву богам ради благополучия целого народа. Выходит, бессмертие, которого так добивались древние, почти всегда оплачивалось чужими жизнями. Одни глотали яд и травили себя сами, другие уносили с собой в могилу десятки слуг. Третьи приносили в жертву собственных детей. Идея вечной жизни для избранных стоила вполне реальной смерти для многих. И все же, за этими кровавыми ритуалами пряталась не только жестокость, пряталось знание. Люди, которые готовили эти тела, то понимали в устройстве плоти, в химии, в природе разложения, понимали настолько точно, что их работа переживала целой империи. Вопрос лишь в том, откуда у них взялись эти рецепты. И был ли среди всех этих культур кто действительно подошел к разгадке ближе остальных. Ближе всех к настоящему знанию подошли не жрецы и не императоры, а люди, которых мы бы сегодня назвали первыми учеными. В арабском мире 8-9 веков алхимик Джабир ибн Хайян записывал результаты своих опытов не в форме заклинаний, а как последовательность действий. Возьми это, нагрей, отдели осадок, повтори. Он открыл, как получать кислоты, как перегонять вещества, как выделять чистые соединения. Искал он все тоже, способ превратить металл в золото и продлить жизнь. Но по дороге заложил основы химии как ремесла, где важен точный результат, а не вера. В Европе эту эстафету подхватил швейцарский врач с длинным именем, известный как Парацельс. В 16 веке он заявил вещь, которая звучала как ересь. Любое вещество – это яд, и любой яд – это лекарство. Все решает доза. Он первым стал сознательно лечить болезни соединениями ртути, мышьяка, сурьмы в мизерных отмеренных количествах. То, что раньше просто убивало, в его руках иногда исцеляло. Он не подарил людям бессмертие, но нащупал принцип, на котором стоит вся современная фармакология. И вот тут открывается неожиданная связь. Древние алхимики верили, что нетленность киновари можно передать телу. Они ошибались в объяснении, но не в наблюдении. Вещество и вправду останавливало разложение. Спустя века их наследники поняли, что дело не в магии металла, а в его действии на микробов. То, что предки принимали за передачу бессмертия, оказалось банальной, но точной химией. Убей то, что вызывает гниение, и плоть сохранится. Так мечта о вечной жизни, пройдя через ртутные пилюли и жертвенные алтари, медленно превращалась в науку. Алхимики искали философский камень, а находили реагенты, реакции и рецепты, которые работали независимо от того, во что верил экспериментатор. Они проиграли главную битву, никто из них не стал бессмертным. Но они собрали арсенал знаний о том, как обмануть тление, и этот арсенал не пропал вместе с ними. Он дошел до наших дней, и то, что современные исследователи обнаружили, разбирая древние тела в лабораториях, заставило пересмотреть, насколько далеко на самом деле зашли забытые мастера. Разбирая под микроскопом чешуйки кожи и волокна ткани из древних гробниц, современные химики наконец прочли то, что жрецы держали в секрете от всех, кроме посвященных. И картина сложилась целиком, тот самый ответ на загадку тел, что лежат тысячи лет как живые. Оказалось, никакого чуда не было, была инженерия. Тело Синьчжуй сохранилось не потому, что ее напоили эликсиром бессмертия, а потому, что вокруг нее создали идеальную ловушку для времени. Слой глины и уголь убрали влагу, герметичный саркофаг перекрыл доступ воздуха, а слабокислая жидкость с бактерицидными добавками довершила дело. Ни кислорода, ни воды, ни микробов, и разложению просто нечем было заняться. Древние мастера, сами того не формулируя, выполнили ровно те условия, которые сегодня знает любой микробиолог. Гниение останавливается там, где нет бактерий и нет среды для их жизни. Египетский натрон делал то же самое, только через сушку. Ртуть у китайских алхимиков, через яд для микробов. Торфяная кислота в европейских болотах, через дубление кожи, как при выделке шкур. Ингский холод, через заморозку. Разные народы, ни разу не встречавшись, независимо нащупали 4 способа отключить разложение. И все 4 работают, их используют и сейчас, только называют по-другому. Вакуумная упаковка, засолка, антисептики, заморозка. Вот что скрывалось за печатью тайных ритуалов. Не магия и не благословение богов, а точное, выстраданное методом проб и ошибок знание о том, как устроена смерть тела. Жрецы облегчали
вовлекали его в мистику, в заклинания, жертвы, взвешивание сердца, потому что так проще было объяснить необъяснимое и удержать монополию на секрет. Но под слоем ритуала лежала чистая, работающая физика и химия. И в этом настоящий поворот всей истории. Люди, которые верили в переселение душ и в острова бессмертных, на деле были первыми консерваторами органики, первыми химиками, первыми микробиологами за 2000 лет до того, как кто-то увидел бактерию в микроскоп. Они гнались за вечной жизнью и промахнулись. Но, промахнувшись, они случайно научились делать то, что не удавалось никому — останавливать саму смерть в отдельно взятом теле. И это у них получилось по-настоящему. Сегодня Синьчжуй лежит под стеклом музея провинции Хунань, и к ней ежегодно приходят сотни тысяч человек. Ее тело хранят в специальном растворе при строго заданной температуре и влажности. По сути, современные ученые продолжают ту же работу, что начали ее бальзамировщики 21 век назад, только теперь с приборами и электронными датчиками. Женщина, которую готовили к вечности жрецы династии Хань, действительно ее получила, пусть и не в том виде, о каком мечтали. Древние рецепты не остались музейным курьезом. Соль, которой египтяне сушили тела, лежит в основе того, как человечество тысячи лет хранит еду. Антисептики, потомки алхимической ртути, обрабатывают операционные столы. Заморозка, что сберегла инских детей на вулканах, теперь сохраняет донорские органы, кровь и биологические образцы. Даже идея заменить жидкости в теле составом, который не дает тканям разрушаться, дожила до наших дней. Именно так работает бальзамирование в любом современном морге. А те, кто сегодня платит огромные деньги, чтобы после смерти их заморозили в жидком азоте, в надежде когда-нибудь ожить, повторяют ту же самую ставку, что делал Цин Шихуанди со своими ртутными пилюлями. Меняются технологии, вера возвращения остается прежней. Сама же Синьчжуй раскрыла о себе больше, чем любой живой современник. Вскрытие показало, что при жизни она страдала от боли в спине, желчных камней и больного сердца, любила дыни и умерла, скорее всего, от сердечного приступа вскоре после еды. Тех самых непереваренных семян в желудке насчитали 138 штук. Женщина, которую хоронили ради бессмертия души, обрела совсем другое бессмертие спустя 2000 с лишним лет. Врачи знают ее последний обет и диагноз точнее, чем знали ее собственные лекари.